только почему-то звук не переходит. Что за шум? Так, лучше. Что там крутится? Чат уже заработал, уже хорошо. Алло. Тут лагает либо мне. Нет, это у меня здесь что-то с интернетом не то, что-то не, какой-то непорядок. Нет, это у меня здесь что-то с интернетом не то, что-то не, какой-то непорядок. Да. Нет. Что-то не может Discord с YouTube вместе жить. Не может Discord с YouTube вместе жить. Сегодняшнее видео как раз таки о том, как вот эта вот зеленая экология уничтожает шедевры инженерии, как раз таки о том, как убирает модели мотоциклов зеленая экология, машин, моторы, которые были надежные много тысяч километров, шедевры инженерии. О том, как играет модели мотоциклов, машин, рано или поздно это произойдет, Да-да. электробайки захватят мир, Так, электротачки тоже. сработал. Они Меня просто нормально блокируют слышишь? трансформеры. Начать не мог, у меня там Рано проблемы или были, в поздно это принципе, по произойдет. серверам, да. Да-да. Ты где начать не мог? С ОБС не мог начать? Да, он мне писал ошибку, что я должен посмотреть Сработал. расширенные настройки. нормально Да. Блокируют трансформеры. Так, Начать не мог, у меня там проблемы. Потом я в один прекрасный Да. момент Ты поставил где по начал? умолчанию ОБС не мог настройку, я сейчас начать? не помню. Да, он мне писал ошибку, Так. все заработало. Он прям нажимаешь, что тебе в окошечке написано Так. начать трансляцию, он сразу тебя выкидывает, да? В один прекрасный А, момент. ну просто видишь, у нас системы с тобой разные. Я просто настройки дал тебе на свою систему, а у тебя другая система. Вот. Ну, если заработал по умолчанию, 1000 чипов хорошо слышно, а драйвер фонит. Ну, да, я согласен. Видишь, у нас система. Ты почему-то фонишь на стриме, я просто настройки. У тебя такое чувство, знаешь, как будто не до конца воткнут микрофон. Если заработал по умолчанию, 1000 чипов хорошо слышно, а драйвер фонит. Да, я согласен. Видишь, у нас система. Ты почему-то фонишь на стриме. Попробуй там в настройках такую чушь ломать, потому что не до конца воткнут. Чуть слышно. Гул стоит, да, фонит, слышишь? Да, я согласен. Так лучше? Попробуй там настройки такую чушь ломать. Во, гула нет. Так? Гул стоит, да, фонит, слышишь? Не. К сожалению, пока не пойму, из-за чего это. Ничего страшного, это стрим во время настройки стрима, это нормально. Это даже отлично, это всегда такая штука. Ну, сейчас Да, получше. что-то есть, всё равно. да. Так,
У тебя такое чувство, знаешь чего? Захват, короче, звука не с твоего микрофона, а с камеры. У меня вот такое ощущение. А, что сейчас лучше? Специально на камеру выключил. Ну, да, только себя погромче сделаем в микшере аудио. Микрофон погромче сделаем. А видео потише чуть-чуть. Вот так? Так, расширенные свойства аудио. Да, это... О! О. Да. Вот так вот. Я ее вообще выключил сейчас, короче, получилось. Нет, я музыку выключаю в Ютубе директ напрямую. Теперь лучше? Может это было из-за... Теперь... Так я вроде его выключил уже, я не могу понять. Может это было из-за... Ну теперь тебя слышно. Вот. Манечка нам поможет. Манька вообще просто. Так, супер. вот. И мне сейчас чат надо это самое. Так, где он? Вон там в углу, и там, и там. Что у нас там? Драйв, фонит. Да, фонит, согласен. Музыка, видео. Музыка это я уже все. Вот здесь в Ютубе меньше убавил. Окей, работает. Сейчас уже звук как в Дискорде уже лучше, да? Да. Может в самом OBS настройке еще вот тут есть у меня. Давай. Так, вот теперь лучше? Нет. Так, еще раз, два, три, четыре, пять. Десктоп аудио, микрофон. Сейчас добавим вот так еще. Так. Блин. Что-то у меня так все в 3 раза там окошки убежали. Это так нормально? Что себе? Так и крыша поедет. Так. Что делать? Так. А если я вот здесь так вот сделаю? А, теперь это желтое окошко, что оно есть, вот оно теперь все время будет его показывать. Ну, получается, в желтом окошке теперь он это пока... Ага. Даже разобраться, как эта техника работает чуть-чуть. Да. Да, Давай, я вот Discord, наверное, вообще вырублю. Что, в чат буду смотреть, сейчас он там... Там он... Ага. Чуканок везде. Там, здесь. В Германии, в Москве. Так, сейчас я вырубаю, захожу туда. Так, что за дела? На камере я звук убрал. Ага. Так, окошко вижу. Хорошо.
чат можно сделать побольше. Оставим пока. Блин, да это очень надо. Всем привет. Стрим упал. Не, мы тут тренируемся пока. Я теперь тут... Дайте мне коробочку быстренько чекану. Коробочку спрашивает. Так. Теперь музыку не слышно. Музыку мы все. Музыку выключили. Так, раз, два. Или мне здесь включить. Ты мне чат лучше, наверное, будет смотреть здесь. Спасибо взаимно тебе же, Гонсам. Шучу взаимно. Коробки не раздаются, правильно. Маня со своими коробками. Все правильно. Там уже в курсе. Буду сейчас с телефона на час смотреть. На себя громче. Так, на себя громче. Вот так попробую еще без этой вот штучки. Все, работайте на себя громче. Школе привет. Во. Спасибо. Попробуем. Ну сейчас звук, как сейчас звук. Сейчас мы будем сегодня, короче, не сколько разговаривать, сколько, наверное, настраивать. Ага, так и поняла тебя. Маня надо было вчера присоединиться. Вчера был бой интересный. Так. В Медичи физкуле. Привет, Олежка. Не волнуйся, у тебя все получится, я тебе верю. Дайте коробку и мне тоже. Так, коробку чеканогу дайте. Ему холодно. Раз. Чуть прям что там? Ну, слышно хорошо, чуть-чуть прям фонит, но не мешает. Вот фонит я пока еще не понимаю, с чем это связано. Но думаю, к следующему фильтрировать вертикальное расположение. Так, ну теперь вроде лучше. Скромняшка-то наш. Конечно, я скромняшка. Еще как. Вот, теперь мне надо... А вот
Макс готовится к смене резины. Ну да. Это все пока еще в тесте, так что, если что, извините заранее. Сколько обычно занимает монтаж времени? Микроводка, фига себе, брик, смотрю, стрим. Так, кстати, пока не забыл, и сейчас можно это официально объявить, если, я думаю, да, Чиканок получил все-таки мой пакет наконец-то. Чуть себе. Свойства. Сейчас будем тестировать. Так, лучше или так, лучше учиться. Так, Маня. Ну, что такое? Так долго ли? Пока про трансляцию дойдет. Сейчас будем тестировать. Так, лучше или так, лучше учиться. Так, Маня. Вот теперь я намутил. Что-то свояет. Пока про трансляцию дойдет. Сейчас будем тестировать. Блин. Ужасный звук. Прошу извинить, сейчас должно быть лучше. Все. Все. Я тут залез в настройки, думал будет лучше, оказалось не совсем хорошо. Так. Ну-ка, сейчас как с шумами. Руки чешутся открыть, но не могу. Завтра на стриме распаковка будет. Да, кстати, быстренько, пока не забыл еще раз, со второго разбега, потому что у меня с этими настройками, у меня сейчас просто мозг взорвется, потому что это все-таки первый раз. Такая сижу, такая ответственность, да, и переживаю, если честно, но ответить сразу быстренько на вопрос. Может быть, вот этот убрать звук. Сейчас будет такой шум, нет? Как-то надо его убрать. Маня спрашивала, сколько времени уходит на видео. Времени на видео уходит абсолютно по-разному, в зависимости от качества, ну, в смысле от длительности видосов и от темы, да. Если, допустим, какой-нибудь там автомото с музыкой, как у меня на канале Драйвер Гараж и забыл. Ну, да, Драйвер Гараж и Драйвер, если с музыкальной делаю, тогда у меня могу за полдня сделать, могу за пару часов сделать. Если здесь 15-минутный, 20-минутный у меня выходит влог на канале Драйвер, то, соответственно, это занимает... Пару раз у меня уже ушло на клип 20-минутный неделя, потому что я после работы прихожу, уже сил мало, ну, по час, по полтора в день с монтажом. Я где-то дня 3-4 подхода по 5 часу делаю только на монтаж, на нарезку, потом музыка, потом всякие картиночки подбираю и так далее, и так далее. А чего переживать все свои, Маня? Да, в настройках OBS Чиканок, я сейчас зайду. Через OBS. Что тебе надо? Так, включить
Микрофон. Будем пробовать. Алло. Алло. Чё-то вообще звук пропал, да? Да, кстати, в Дискорде почему-то. Хм. Ну и за что извините. Сегодня день настроек, мне кажется, будет. Так, ну вот здесь микрофон. Фильтры есть. По умолчанию фильтров. Плюс шумоподавление. Сейчас будем пробовать. Нашел какое-то шумоподавление. Сейчас лучше. Так, выключился. Вот сейчас, думаю, должен быть звук нормальный, да? Так, Маня, программа у меня... ё-моё. Через программу, короче, мы делаем Mavavi. Я купил на нее лицензию, чтобы все было официально, но... Еще, так, звук. Сейчас напишите фонит, сейчас нет. Это должно быть нормально. Программа называется Mavavi. Есть у них специальный тоже YouTube канал. Они там показывают, чем они занимаются, помогают все это делать. Ну и, соответственно, так, ага, вот она трансляция. Вот еще раз вижу. Так, ну и вот первая программа была у меня чуть другая. Я потом эту взял, она полегче стала. Вот клип я сейчас показывал вам. И этот клип как Indian Moto. Звука, видео не слышно. Сейчас будем еще раз пробовать. Сейчас можно абсолютно... Вот, допустим, еще раз его же включим. Звук. Так. Я думал, проверим.
Vegas Pro. Нет, Vegas Pro я хотел, пробовал. Ну, что-то у меня не очень как-то. Я думаю, примеры попробовать. Ну, есть DaVinci делает. Почему-то звука я сейчас тоже не слышу. Сейчас звук слышно? Так что ты будешь делать? Он звонит. Да-да. Алло. Алло. Я тебя что-то не слышу. Алло. Раз, два, три, 4, 5. Короче, алло? Драйвер, давай настроим тебе звук в OBS-ке. Прям буквально это займет пару секунд. Добавим несколько эффектов просто. Да. И на. Согласен? Что я сделал? Я сейчас... Мои сообщения видны? Да, видны. Так, сообщения видны, все нормально, ребят. Работает, всем привет. В общем, заходишь в Mixer Audio, да? Вот где у тебя микрофон AUX, Да, давай. у тебя есть такая звездочка. Да, конечно. Я сейчас почему-то тебя слышу только через телефон, не в компьютере. Ну, хорошо, пускай даже так будет, ничего страшного. Главное, что ты меня слышишь. В общем, в OBS-ке нажимаешь на эту звездочку, и здесь будет штука такая, фильтры. Фильтры. То есть на звездочку нажал, фильтры. И в фильтрах тут будет, по-моему, плюсик снизу. Да, снизу плюсик. И будет такие штуки, как шумоподавление. Слышишь меня? Общее. Так. Да-да. Так, значит, шумоподавление. Включай себя. Добавляй шумоподавление. У меня лично способ Не, я хорошо. хотел что-то такое сделал, сейчас лучше стало, да. Да-да. Шумоподавление ты включил уже, да, Это фильтр? общее. Общее выбрал. Это знаешь, где делается? Это в OBS, Mixer Не Audio. вижу пока. Mixer Audio, и где у тебя микрофон, вот полосочка, где ты прибавлял, убавлял вот этот ползунок. Справа, с правой стороны такая Вот, звездочка. нашел фильтр, стоп. Да, Фильтр фильтр, да. нашел, который ты говоришь, тут ничего сейчас не стоит нигде. Ничего не стоит. У тебя снизу есть плюсик, минус, вверх-вниз. Нажми на плюс. Да, На плюс жмешь, и тут у тебя есть шумоподавление. Включай его. да. Вот, включай его, способ у тебя, пускай будет хорошее качество, больше потребления процессора. Включай. То есть просто шумоподавление, способ выбрал. Ну вот я Теперь поставил фильтр Air Noise. Air Noise, все правильно, да, все правильно. Теперь еще раз плюсик жми. Еще раз плюсик жми. Ставь себе компрессор. Компрессор поставь. Вот я поставил фильтр. Тоже будет отличная штука. Вот я поставил фильтр Air Noise. Сейчас, ребят, немного поднастроим и погнали. Вот. Как, включил драйвер? Так, поставил компрессор. Компрессор поставил. Степень сжатия у меня 10.01.1. Это, наверное, по умолчанию, да, стоит? Почему я сейчас тебя... Короче... Чего такое? Плохо меня слышишь? Не, вот, слышу. Слышишь, да? Компрессор у тебя стоит. Давай просто по параметрам пройдемся. Допустим, атака. Есть третий пункт такой, атака. 6 миллисекунд. Да. 6 миллисекунд. Спад 60 миллисекунд, правильно? Да. Все. Теперь нажми плюсик нажми. Еще. И поставь пропускной уровень шума. Угу.
у меня верхний порог стоит минус 64 децибела, нижний порог стоит 79 децибел, минус 79 децибел. 70 Вот, сверху, 64, да? 64, да. Но у меня там вообще не такие цифры, если что. Ну, ты поставь пока, а сейчас, если что, ну, то там в дальнейшем разберешься. Это так не сильно звучит. И не сильно. И теперь поставь, знаешь, чего? Плюсик и поставь себе усиление. Усиление. Микрофон будет усиляться, то есть. Ну, сейчас, в Вот. принципе, первый шумоподавление поставил, я уже чувствую разницу сразу пошла, да. У- уже разница пошла. Ну вот, видишь? Так, усиление, ну, чуть-чуть только можно добавить. 0,02. Ну, добавь чуть-чуть, потому что у тебя микрофон хороший, у меня просто микрофон плохой, у меня на 17,10 децибел стоит. Ого. Представляешь, да, какая у меня мощь стоит? Вот, ну, в принципе, и все. В принципе, вот что я тебе по звуку хотел сказать. И смотри, в ОБС-ке ставь так, чтобы у тебя твоя вот эта полосочка, когда ты говоришь в микрофон, да, чтобы она не заходила за красные поля. Не-не, Она она, не до... в принципе, он не добегает. Я уже, вот, допустим, я звук могу убавляю, да, и он, что я оставался в зеленом, как бы, диапазоне, да, в этом. Да, даже где-то можно за желтую грань, то есть за желтую грань. Главное, чтобы перегрузов не было, потому что это Да-да. теряется качество. И устройство воспроизведения, в принципе, у меня, по-моему, никаких фильтров тут не стоит. Да, у меня фильтров никаких не стоит. В принципе, вот это я типа микрофон. Мгм. В принципе, всё, дружище. Ну, сейчас разница звука есть уже, чувствуешь, да? Сейчас, Уже. погоди, сейчас я отключусь тогда от Дискорда и посмотрю, как на стриме будет. Да, я потому что я сейчас у меня там, здесь, я до сих пор, у меня сейчас Не голова теряй, треснет все нормально. чуть-чуть. Поедем, мы тебе поможем. Да, я сейчас... вот, видны сообщения и звук есть, пишет. Я сейчас... не переживайте, я сейчас возьмусь за час, честное слово, сейчас возьмусь за чат, с этими настройками разберемся чуть-чуть. Все нормально, конечно, разберемся. Мы Потому что, с чатом поможем. да, вот человек мне уже 2 дня помогает, да, а то и 3, прям сильно с этими настройками. Тут, если ты напрямую от Ютуба, как я тебе говорил, там вообще такое можно забыть. Но там и качество камеры передается на одно название. Да, я тебе говорю, все надо делать только через ОБС. Она Да. как бы сделана, специализированная программа под это. Все, я Это, отключаюсь от Дискорда и на стриме, если что, в чате напишу. да, все, давай. Так. Открыть. Такс. Такс. Попробуем еще раз звук. Вот чат так лучше. Вот чат так лучше. Звук есть, да, звук есть. Уже помог человек. Опять вот сейчас вот я вот это вот звук добавлю. Я вот так вот. Смотрим сейчас. Сейчас через iPhone послушаю. Вот, пошел звук тоже. Ура. Вот звуки есть. Сообщения видны, есть звук. Все, благодарю всех за терпение, потому что оказалось на все намного сложнее. О, Медичи. Ага. Все. Надеюсь, шума больше не будет. Мне в разу лучше, но говори ближе к микрофону и давай видос посмотрим, тебе настроить, чтобы и видео было. Да, вот я сейчас видео запустил, допустим. Говори, если что. Так, завтра сразу во сколько ты планируешь стрим начать? Потому что я домой вернусь только после обеда. Можешь завтра ближе к вечеру, если что, не будет сложно тебе?
весь экран. Весь экран логотип. Так. Это вот это. Звук что-то я не слышу. Добро. Звук слышно? Я вот чуть-чуть на видео звук меньше делаю специально, чем голос с микрофона, чтобы был. Пока так. Что у меня телефон теперь? То компьютер виснет, теперь телефон. Вечерком так вечерком говорит, который час я свои планы подстаю под тебя. Ну, благодарю, что так, потому что мне завтра надо в аэропорт за родителями. И это, соответственно, займет чуть времени. Взял, Накинь чуть заглушил. тебя в ОБС и Вот, звук так видео в самое ОБС классное. прибавь. Нормально. Так, звук я сейчас вот Да. так добавляю Потому что свой тут уже и осталось, звук в блин, ОБС как этот пластилин, видео а? вот так вот. Тут уже осталось-то не очень много. Не сегодня-завтра придет новое. Буду этот вот еще трансляции показать. Вот этот вот несколько минут я делал тоже, как бы обрабатывал, но пару дней посидел, потому что вот под музыку она всегда чуть подольше, как бы под биток. Так. В Дискорде общались, вроде ничего, микрофон. Я сейчас. Не работает. Закончился. Сколько комплект резины стоит? Комплект резины стоит именно задний передний баллон на этот мотоцикл. Сколько получается вместе? Где-то два баллона будет, наверное, стоит 150 евро, 170. А сам фикус-то монтаж. Монтаж стоит подороже. Я вот, допустим, сам когда менял на своем Кавасаки, то боже, у меня же идентичный мотоцикл. И, соответственно, спереди поменяли 140 с лишним евро. А задний баллон стоил где-то мне что-то 180, что ли, я сейчас уже точно не помню, но не дешево, скажем так. А поскольку у него уже осталось, просто, как сказать, да, вот с микрофоном согласен, я уже вот так вот близко сел к нему, так лучше, надеюсь. Да, получается, если на Кавасаки менять, то два баллона будет, ну, где-то 300 евро, да, с монтажем, со всеми делами, не меньше. И смысл даже не вижу ехать куда-то в другое место, ставить за дешевле, потому что здесь делают тебе быстро, и сильно ждать долго не надо. А где может 20 евро сэкономить, тебе можно будет ждать очень долго, пока до тебя очередь дойдет. Так, микрофон отличный. Как два комплекта резины взрыли, что ли? Не, ну не два комплекта резины, два баллона. Ты два комплекта. Два комплекта это. Короче, передний баллон стоил. Что он стоил? Почти 100 евро стоил. Передний баллон. И 40 евро монтаж. Задний баллон стоит на 30-40 евро дороже монтаж, потому что у тебя сзади еще стоит цепь на мотоцикле и так далее, да. Соответственно, это все меняется. Так, я сейчас
Посмотрю. Передний баллон и 40 евро монтаж. Что там видно? Задний баллон стоит Плохо видно. 30-40 евро дороже монтаж, потому что у тебя сзади еще стоит цепь на мотоцикле и так далее, да. Соответственно, это все меняется. Так, я сейчас посмотрю. Так, завтра распаковочку будем делать. В Дискорде позвонишь, чтобы это самое сразу, если что, вопросы будут, можно будет объяснить. Я вам только пока стрим готовился, тут и кофе пришлось варить, и все это успеет. Завтра распаковочку будем делать. В Дискорде позвонишь, чтобы это самое сразу, если что, вопросы будут, можно будет объяснить. Так, Я вам только пока стрим готовился, тут и кофе сейчас пришлось включу одно из последних видео, которое я вот сделал для моего друга, который наконец-таки купил именно тот Indian, который долго себе искал. По цвету, по всему. И звука почти настроили. Теперь в настройках усиления прибавь чутка. одно из последних видео. Ага, усиление. Сделал для моего Секундочку. друга. Наконец-таки купил именно тот. Это мне надо, скорее всего, куда идти? Расширенные свойства, нет, секунду, фильтра. Звука почти настроили. Теперь в настройках усиления прибавь чутка. Усиление. Ага, усиление. Да, давай вот так вот добавим. Это мне надо, скорее всего. Раз, два, три, четыре. Расширенные Микрофон у меня. фильтра. Вот в чем прикол. Разобрался, закрыть. Усиление. Так лучше. Да, давай вот так. Так, раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Обращайся. Да, конечно, Микрофон. скорее всего, еще придется пару раз тебе помочь, потому что, ну, все-таки это... Я, допустим, тормозные колодки на машине быстрее поменяю, чем вот это, потому что, ну, Так, раз, два, три. чересчур много настроек, надо тренироваться, смотреть, да, это не все так просто. Конечно, А сама эта OBS студия тоже, как бы сказать, меню, подменю, тут много чего есть. Сейчас усиление добавил, смотри, прям наш в желтый район заходит, уже прям звуки убавлю чуть-чуть. тренироваться, смотреть, да, это не все так просто. Сама эта OBS студия тоже, как бы сказать, меню, подменю, тут много чего есть. Сейчас усиление добавил, смотри, прям наш в желтый район заходит, уже прям звуки убавлю чуть-чуть. Так, ну что, можно теперь чуть подальше сидеть. Ну вот, да, чтобы микрофон я не выглядел, что я микрофон кушаю или ем. Сейчас лучше, думаю. Да, сейчас я смотрю, прям усиление помогает мне прям четко. Теперь чуть подальше сидеть. Ну вот, да, Что, врубаем, не выглядел, что я микрофон посмотрим этот видос. думаю, да, я смотрю, прям усиление помогает мне прям. Кто не видел, сейчас как раз таки можно посмотреть. Вот сразу как раз таки сам человек. Счастливый обладатель этого мотоцикла. Такой маленький фильмец записал. Probably dead, probably yelling out with blood. Roses red, mine is fucking on my dick. When I die, bury me with hate. Couldn't even see me dying, I should no stay. Probably dead, probably yelling out with blood. Roses red, mine is fucking on my dick. When I die,
Ну вот, таких пару мыслей моих, пару эффектов, пару кадров от мотоцикла, такие маленькие идейки. М. Вась, мечта друга. Да, он делал тест-драйв на BMW, Harley Davidson, и, к сожалению, да, это был один единственный такой мотоцикл, где все подходило, что он прям мог сказать, да, я его покупаю. Хотя он не дешевый. Вот на красном, такой байк, который красный был, на нем прямо я прокатился, успел, как тест-драйв. Я сам был, конечно, удивлен очень, потому что телега нелегкая. И если, допустим, ты начинаешь двигаться, то он вообще такой пушистый, да. А так, в принципе, на нем сейчас он может с женой там ездить, сам ездить, чемоданы, все дела. Главное, он довольный, да, на нем все есть, он классный. Вот мы ездили позавчера вдвоем, проехали 200 километров, я на Кавасаки, он за мной сзади на нем и вообще без проблем. Классная игрушка. Очень классная. Ну, приветствую. Дуст, Сан. О, вчера я видел тебя, да. Здравствуй, тоже с коробки вылазит. Датчик ног пишет везде. Продолжение следует. Все правильно, продолжение следует. Это маленький намек, то, что у меня на жестком диске все-таки еще есть пару файлов, которые еще никто не видел. Видел только я и человек, который вместе со мной присутствовал при записи. Так что как только так сразу вы увидите новые видео, новые клипы. Сейчас у меня еще у меня общая сложность недели отпуска есть. Я думаю, за пару деньков попробую еще сделать видео несколько. Маня, брысь коробки. Правильно, не надо коробку у Мани забирать. Она первая там оказалась, все, и она больше ее никому не отдаст. Да, и такие дела. Сейчас, получается, стараемся всеми силами, как только погода есть, чтобы мы выезжали, записывали что-то, чтобы была какая-то информация на потом, на зимнее время года, чтобы я мог видосы выкладывать. У меня такая изначально была это, но я не могу как бы 3 недели вообще ничего не выпускать, тогда, соответственно, YouTube никаких рекомендаций не будет делать на мой канал, и, соответственно, решил просто буду сейчас записывать, как оно есть. Между делом 1-2 видео выпускать в неделю, как повезет. Потому что не всегда это так просто. Ну, я изначально думал, а что там, а у меня еще есть. Ну, другие дела, там, семья и всякие развлечения, увлечения. Но все сразу. Сейчас ремонт чуть-чуть дома забрал времени. Соответственно, опять у меня неделю ничего не делалось, но я неделю первую был как бы продуктивен, наделал 3 или 4 видео, и, соответственно, одно еще тоже есть готовое, не выпущенное, оно выйдет, думаю, завтра, послезавтра, если повезет. На канале Driver Garage, на моем первом канале вообще, где я начал эти все видео штучки, там, в принципе, выйдет как раз таки, сейчас вам скажу, когда. Секундочку, сейчас это увидим. Вот. 16 августа на канале Driver Garage, вот он, логотип канала, да, все. Здесь выйдет 16 числа, 16 августа, тоже такое видео такое про фирму, как имидж видео. Мне нравится эта тема, мне вот тренируюсь, записываю, что-то такое видел. Моя не успел уже на машинку. Ну, это понятное дело. Да, моя с коробками играется. На канале Driver Garage у меня таких есть несколько видосов уже. Ну, в принципе, все. Так, остальное здесь вот именно, которая тема с влогами, где я что-то рассказываю, показываю, и в дальнейшем, где будет именно показываться где в дальнейшем будет показываться именно что-нибудь с путешествием связано или
ремонтом, где я что-то объясняю. Это вот именно, я думаю, здесь останется, потому что канал Driver Garage, и я, соответственно, его как бы создал там. Там показываю авто, мото тоже, да, иногда и ремонт, но там ничего не говорится, там только вот если иногда что-то напишу. Так, у меня склеим, которая нормально у нас там в чате коробки пошли. Склеенные, не склеенные. Отлично. Еще больше коробок надо вам тут написать. Так, ну а так, в принципе, не знал, с чего начать, если честно. Первые пару видосов там Чеканок мы смотрели вместе на канале, там были вопросы, отвечал, да, так, в принципе, вот, кто не знаком, может пройти посмотреть. Вот чат, молодцы, работает. Чат горит, кипит. Так, в принципе, есть пару видео уже в данный момент, которым уже 7 месяцев, они уже на канале 7 месяцев лежат, где именно связаны где-то с нашими мотопутешествиями здесь по региону, где мы тут ездили с друзьями, товарищами, и, соответственно, что-то видели, что-то я заснял. Ну, это были все начальные, как клипы, не понимал еще, не знали чего, как, почему, зачем. Это все было в тренировке, сейчас уже в принципе уже проще чуть-чуть, ну, как уже видишь по комментариям там, да, и чат вверх ногами, не знаю, секундочку, нет, чат вверх ногами, кстати, почему у тебя чат вверх ногами, секундочку, нет, чат вверх. Я его поменяю. Сейчас как мы чуть донастроим. Если только час говорили, мы сейчас поднастроим. Сделаем здесь вот так вот. Я, в принципе, час вижу нормально. ОБС. Если что, вот так вот облачко болт. Блокируем. Ага. Так. Звук от клипа не громко. Это вот как раз таки клип, где мы были в Дюссельдорфе, катались. Тогда я еще просто взял, поставил камеру, не знал, что сказать. Все было в тренировке, таком процессе. И, соответственно, здесь только так, пару кадров есть, и в основном все шло так. Записали, я на музыке это все смонтировал. Вспомню, почему у тебя меньше подписчиков стало. Я же на второй аккаунт твой подписан. Подписан на канал Driver Garage. Без проблем, подписывайся здесь. В принципе, оно же ничего не стоит. Бесплатно. Так, секундочку. Вот это вот повылазим, вот эти вот. Так, выходим отсюда. Сегодня такое будет у нас. Больше настройка, больше вопросы задавайте, кому что интересно. Вроде да. Все.
Ну вот, теперь вчера сделал на компьютере игрушку прикольную. Вот играли вчера, и, соответственно, еще не раз будет это. Еще не вместе играли. Вот вам 14-минутный клип, допустим. Делался он тоже прям там не один день, скажем так, потому что даже вот здесь вот под музычку после работы чуть-чуть время есть, сделаю, чуть есть, сделаю, потому что каждый день лучше, если свежей головой садиться, свежие мысли, проще как-то. Сейчас чат так вот, нет таким столбиком, или столбик меньше чата сделать. Что скажете? Это все. Можно, в принципе, поменять, но управление аудио через OBS. Использовать. Нормально. Едем спокойно, с запасом времени. Блин, как тучка нагрядает, все сразу же прохладненько. Пока солнышко тебе светит на плечи, в принципе, еще норм. Как только тучка и... Ну, по крайней мере, сегодня уже звук настроили, да. Тему, в принципе, выбрал для сегодняшнего стрима, для первого стрима, в принципе, конечно, непростую. еще такой угливый чувак, но Потому что, ну, видео сделал, там просто накидал тоже как бы не повод со страха мотоциклы, перед которые больше не будут производить. Это тем получать кайф от вождения. прибавь звук видоса. Но про повороты начинаю задумываться, потому что Так, на мотоцикле по прямой ездить на таком нормальном, тогда лучше сразу брать Харли Дэвидсон, ездить все время прямо. Это вообще скучно, я считаю, очень скучно. Прям совсем скучно. Я не знаю, это как вот люди ездят, выезжают на магистрали, все время прямо едут 500 километров. То есть никакого поворота, ничего. Ну, то есть я просто за рулем усну. микрофон запел. Вообще не мое. Ну, кукуруза. Микрофон громко. Так лучше куда? Еще месяц. 3 недели, Близко месяц микрофон максимум. говорят, скорее всего. 4 дня лили дожди, как с ведра. И у нас будет в Германии свежий видел- урожай видел кукурузы. просто новости, Прям обалденный. Потому что были дожди, прям... Мотор Ух, какие дожди были. Общался с людьми из России, из центральной России, то есть с Уральских гор там и Урал, Сибирь, там, жара от 30 до 40 и там вообще им там не смешно, одна из то есть последних там статей до дождей это прям далеко такая очень, была как прям до Китая. емкая, там 30 с А у лишним нас от этого сырости все гниет, цветет, все вот это вот. Ну, конечно, вот реально их больше время не от будет, времени тоже воздух. так традиционно нагрянет. Но Отлично. по большому счету-то нет. Да, лучше по большому говори, да, счету вот мы так. тоже мы паримся. Пишите в чате. Лучше. Машинки Где-то гниют, что-то было не то. мох вот этот Или я зеленый, близко все к микрофону болото, все говорил? цветет и пахнет. Но такая здесь, кстати, местность, такой вот этот сырье, вот Модели эта сырость мотоциклов, постоянная, вот в это вот. принципе, Ничего не поделаешь. блин, чат это на пост памяти. Что такое? Что, фотоаппарат? Нет? Нет? Блин, вот эти вот такие, вот смотри, чувак, молодец. Прям вот у нас вот перед лицом выехал такой. Вот таких, кстати, вот товарищей надо опасаться везде. Причем без Ну, разницы, в всё, какой кому стране ты как. живешь. В Германии, в России, хоть в Америке, там, я не знаю. Да, Тем более, тему самое стрим про страшное, то, мото что я смотрел последнее за время, этого, чем равнее дорога, вот вообще вот прям брать ровно дорога, вот аварии происходят прям ужасный, когда вот дорога ровно, никого Тема ничего, стрима и про вдруг мото, откуда ни потому возьмись что появляются вот такие дебилы эти, сбоку. Кстати, вот этот по крайней мере, чувак на Peugeot 3008, у него по номеру что говорить. равнее дорога, вот вообще вот прям ровно дорога, вот аварии происходят прям ужасный,
Кстати, вот этот По крайней мере, чувак на Peugeot 3008, у него по номеру что говорить. Так, все, на паузу остановил. Дело в том, что из-за катализатора Евро 3, Евро 4 они начали этот мозг выносить. Сперва машинам выносили мозг, то есть владельцам автомобилей. Теперь добрались и до мототехники. Что вообще непонятно, потому что из-за катализатора Евро 3, Евро 4 не столько уж много там выбросов, во-первых, да, и мотоциклов хотя бы и много, но возьми самолеты, там всю остальную технику, там выбросы в разы больше, и это уже так не быстро не становится. Почему они за это именно взялись? Ну, они решили, потому что здесь людей много, решили заработать. Теперь получается, те, кто не успел или не смог по каким-то причинам поменять что-то в своем мото, именно в плане катализатора, в плане выхлопов, им придется просто остановить эту модель в продаже здесь. И я даже узнавал наших, как сказать, в мотосалонах у людей именно только те, которые еще не успели продать, мототехника, та, которая еще, допустим, выпускалась в 2018 году, в 2019, в 2020, если где-то какие-то запасы есть, их как бы уже не изменить, но именно это сейчас, пока в данный момент идет речь о продукции, именно которая вот именно сейчас на заводе находится, что с такого-то момента все ввели запрет, короче, и ну как бы по экологически чистые, там вот эта вот борьба за экологию, т.д. и т.п. Вообще. И, соответственно, мотоциклы, которые я написал в текст видео, был тоже мотоциклы, которые, в принципе, знамениты были своими качествами, как очень-очень-очень-очень хорошие, которые не так быстро там рассыпались, двигались. Некоторые мотоциклы модели были просто очень много лет на дороге, и, в принципе, вообще было все супер, и тут пришли вот эти вот экологические такие персоны, которые все там, типа, им не угодишь и так далее и тому подобное, и вот, соответственно, вот, стоп. И все, и эти пришли зеленые, и тут началась эта песня, как вот с машинами было, так теперь у нас такая же песня с мотоциклами. Некоторые мотоциклы начали прям не очень хорошо перестраивать, стоять. Некоторые модели я успел еще заметить, допустим, я видел пару мотоциклов, которые вот из-за того, что вот там поменяли катализатор, у них был глушитель выведены на 4.2, теперь сделали только на одну сторону, катализатор лучше, Евро 5. Но много моделей Евро 5 не увидят, потому что там уже смысла крутить нет, уже инженеры пришли, все, пришли к концу уже, и там нечего им настраивать. И, соответственно, они зашли в тупик, и им пришлось просто останавливать продукцию. Они в этом больше не видят никакого смысла. Я уже думал, все, и прочитал там новости, там была одна такая новость про мотоцикл, который очень-очень долго выпускался, его почти все знают, кто не знает, может просто когда-то видели, но не знали, что он именно так называется, это Harley Davidson Sport, да, его очень много лет выпускали, и там, ну, как бы с экологией там никто раньше не заморачивался, скажем так, больше была, как бы сказать, сделана дизайн, там, красота егошняя, там, звук егошний, вот эта вибрация харлеевская, как бы, они были этим знамениты, и там никто не парился по поводу какой-то там катализатора. Но, в принципе, все хорошее когда-то заканчивается, и теперь, как бы, им пришлось об этом подумать, потому что, ну, чтобы оставаться на рынке. У нас в городе есть такой мотосалон, где вся двухколесная техника чисто на электрических на батарейках, и это мало кого радует.
Куда его девать, они предложили, если у тебя такой байк стоит. Нет, это ничего не предлагали, это просто получается, мне как бы не запретят, но у нас, допустим, где-нибудь в Австрии или еще где-то были запреты какие-то там, они там начали что-то мозги им выносить. Как бы они сказали, ну, что есть у вас там в резервах продаж, что уже построено, допустим, выпущено там до 2021 года, то, конечно, пойдет в ход, но после 2021 года, соответственно, уже все мото эти все заглушится, больше такого не будет. То есть уже им, как я понял, все, которые будут с конвейера с 2021 года, они должны уже набирать Евро 5. Именно Евро 5, я имею в виду вот этот катализатор, выхлопы газов и так далее. Это, соответственно, такая же беда была с машинами у нас, такая же беда стала с мотоциклами. Но мне как бы не грозит, и другим людям, у которых мотоциклы уже давно на учете стоят, как бы они не обязаны их продавать, они могут на них дальше ездить. Но они, конечно, у них там есть определенная таблица, и, соответственно, когда-нибудь через пару лет они возьмут, просто поднимут нам налог годовалый на вот эту всю технику, и все. Они так делали уже не один раз, и делали с машинами, и с мотоциклами то же самое будет. Так что, по крайней мере, купили, все, да. Сейчас именно некоторые говорят, вот, кто не успел, допустим, если где-то сейчас у кого-то в мотосалоне стоит классный байк, который, допустим, да, они, получается, они глушат вот этим катализатором, и, соответственно, у тебя все заглушено, у тебя, конечно, качество теряется, у тебя теряется мощность мотоцикла, ты этим катализатором глушишь мощность сильно прям, да, и глушится она, и в конце концов у тебя получается лошадиных сил будет не хватать, тяги и так далее, и так далее. Ну, они лучше бы в это время, когда вот такие вещи запрещают с катализаторами, сперва подумали, куда девать батарейки после мотоциклов на электричестве и машине, потому что понапридумали, а именно с переработкой пока нет. Выжмут, в общем, с дорог ценой. Да, они просто у нас получается, и так мы дорожный налог как бы платим не маленький, да, и у меня получается Kawasaki на учете стоит весь год, я плачу за него годовалую ставку, и это немало, да, и это немало денег, но как бы ни было, да, я того сам захотел, мог на полгода на учет ставить, но не в этом суть. Потому что у нас последние зимы были теплые, я думаю, ладно, все, не буду ставить его на полгода, потому что будет тепло и могу ездить как бы на Kawasaki зимой. Я в декабре выезжал, там в ноябре выезжал, в январе выезжал. Первый мотоцикл у меня так, как бы, нет, второй мотоцикл у меня был на полгода на учете только, и потом, когда все уже ездили на мото, я стоял, на них смотрел с бок дороги, потому что мой был не на учете. А то, что выжмут ценой, это точно. Так же самое они выжмут, допустим, где-нибудь в страховой компании, там страховки подымут. Они хитро это делают. У нас такое есть. Машина для 10 лет по цене нормальная, а потом они подкидывают страховку, и каждый год там на все больше и больше. Ты вроде аварии не делаешь, а страховая компания тебе с тебя деньги вытягивает. Чтобы ты пошел купил себе новую, которая страховки дешевле. Но опять же, или ты будешь страховку водить, или будешь кредит платить за новую. Что там придется себе платить все равно. Так что, как ни крути, себе деньги все равно вытащат. Вот это вот факт. И это, конечно, бесит. Кто не успел сейчас какие-нибудь такие мотоциклы себе купить, как бы даже вот, что мотоцикл говорит, вот вам хороший пример, допустим, скутер. Они не дешевые тоже, да, эти скутеры, и все равно до них добрались. Вот, допустим, мотоцикл тоже неплохой, туристический, с него выжмут Ямашка. Модели я сейчас все не помню. Вот Ducati Monster, да, допустим, это такая итальянский такой
Naked Bike итальянский, да, он, в принципе, у нас много лет вот славился определенными вещами. Он такой, ну, мощный товарищ, скажем так, у него своеобразный звук, своеобразная тяга. И все-таки итальянская техника, что авто, что мото, они все с характером, у них всех свой характер есть, и это такое дело, ну, как бы, им тоже получилось не сладко, да, но некоторые мотоциклы, допустим, как вот этот, да, Harley Davidson Sportster, их выпускали там больше 30 лет, да, или вот такой вот Harley, тоже как бы берут с производства. Или вот что-то такое Honda, вот, допустим, такой мотоцикл для начинающих, которые его убирают. Хотя мне это вообще непонятно, как бы это ничего там такого нет, такого, что прям, да, они, в принципе, по экологии нормальны. Вот Выфер Honda очень себя проявил уже, в принципе, на протяжении лет, что туристический такой мото, который прям набирает много километров и как двигается как вот Honda Civic, я имею в виду, ну, не рассыпается прям в первые 2 года, как бы, да, это все-таки Honda. Одни из первых, кто взялись за мотоциклы. Вот самый, конечно, вот эта вот штучка Kawasaki Ninja 400, что я вообще не понял, она и так у нас недавно на рынке, но она не потянула экологическую норму, как я понял, это вообще жесть, как так? Кроме него, вот этот вот убийца дорог, который я видел сам в салоне. Видел 2 раза, 3 раза. И вот эта вот вещь, она как бы очень не дешевая. Соответственно, на него все, на этот мотоцикл полностью расходники, все дела, короче, все дорого и такая вот беда. Получилось то, что он тоже у нас не выдержал экологических этих, ну тут, ладно, тут у него и компрессор вроде бы как, и все равно он на евро 4 становились, но это убийца дорог, убийца резины, убийца запчастей и своего кошелька. Я говорю, я его видел, этот Kawasaki, несколько раз, и это очень страшный байк. Ну, у меня прям респект к нему. Я не знаю, мне вообще удастся на таком прокатиться, но что-то, если честно, если бы мне сейчас сказали, все вот, стоит на улице, садись и едь, я не знаю, я бы что-то 3 раза подумал, если честно. Что такое здесь? Сейчас, секундочку. Так, ну, что еще сказать? Вот, допустим, ниндзя, Kawasaki Ninja. Человек у нас в чате был один. Сейчас я отлистаю. Кава ZX6R. Он все мечтает о таком мотоцикле. И вот, кстати, вот он. И эта модель тоже не выдержала вот этой вот экологической войны. Кава ZX6R. Он все мечтает о таком мотоцикле. И вот, кстати, вот он. И эта модель тоже не выдержала вот этой вот экологической войны. Почему убийца? Убийца, потому что этот мотоцикл едет на раз, два, 300. Это у него, сколько я там смотрел, 200. Ах, как бы вот сказать бы все правильно, секундочку. Я сейчас. Убийца, потому что этот мотоцикл едет на раз, два, 300. Это код нового, окошко новое. Сколько я там смотрел, 200. Ах, как бы вот сказать бы все правильно. Я скажу, секундочку. У него очень много лошадей. И там, соответственно, выхлоп газа никто, ну как, делали что-то, но там было не до этого.
Сейчас он Кавасаки. Угу. Да. Сейчас скажу секундочку. У него очень много людей. Просто интересно, показывали, кто, ну как, делали что-то, но там было не до этого. Сейчас он Кавасаки. Я сразу включил Кавасаки, страницу, у меня тут уже вылезла. Так, почему убийца, да, спрашивал? Потому что сейчас я открыл данные, ну, я их в голове не помню, извиняюсь заранее. Убийца, потому что у него 231 лошадь с завода уже, у него стоит компрессор, у него разгон, это просто что-то с чем-то. Почему убийца, да, спрашивал? И сейчас я открыл данные. О нем как бы, ну, я знаю, у меня есть несколько человек в Инстаграме, и только у одного из них есть этот Кавасаки, они на нем ездят здесь. Вот, да, я видел сам на дороге у нас в Германии 3-4 штуки, ну как у нас в округе тут ездили, а так, чтобы, конечно, их ездить больше, но всех, кого даже в Ютубе видел насчет этих Кавасаки, у которых 230 лошадей, они все с опаской об нем говорят, ну, потому что это у него просто разгон ездили, а так, чтобы, конечно, много чего, да. Он очень такой. Сейчас покажу, секундочку. Раз мы уже... Потому что этот мод, которого у всех, допустим, разгоняются, проверяют 0,200 там или что, у него разгон от 0 до 300 считают. Узнают заранее, так что... Ну, зачем нам вот эти вот рекламы? На YouTube. Блин, извиняюсь. Сейчас покажу. Так. So, Kawasaki, und damit dann чувак, hallo und herzlich допустим, willkommen вот. zu diesem neuen Video. Dieses Video heute ist ein kleines bisschen anders als meine anderen Topspeed-Videos. Ich habe dieses ganze Video nämlich schon mal aufgenommen, aber vielen Dank an der Stelle an GoPro, dass ihr so super Kameras baut, die den Ton nicht richtig aufnehmen. Deshalb muss ich jetzt hier stehen und einen Teil des Videos nochmal drehen, weil ich möchte euch ja ein Video liefern, wo ihr mich auch versteht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, diesmal funktioniert alles. Der zweite Teil dieses Videos ist auf jeden Fall schon gedreht worden. Das heißt, die Tests, was 0-300 angeht, was ganz viel Topspeed-Fahren angeht, das bin ich alles schon gefahren. Das heißt, jetzt in diesem ersten Teil, quasi rede ich nur ein bisschen über das Bike, mach zweimal vielleicht die 300 voll und ja, dann gibt es einen Cut und dann kommt das, was ich schon aufgenommen habe, damit ihr noch ein bisschen Action, noch ein bisschen 0-300 und sowas habt. So, ja, Kawasaki Ninja H2. Ich hoffe, ihr habt das Testfahrvideo schon gesehen. Da gehe ich auf alle Komponenten ganz genau nochmal ein, also auf Fahrwerk, Bremsen und so weiter und so fort. Für uns heute ist hier nur wichtig, 231 PS, Kompressor aufgeladener Vierzylinder, mit Ram-Air-System sogar 243 PS. Und wir wollen heute einfach nur gucken, wie schnell ist das? Ich habe quasi meine GPS-App angehabt beim zweiten Teil. Das heißt, später seht ihr auch, was der GPS-Topspeed von diesem Bike ist. Und der wird den einen oder anderen bestimmt verwundern. Deshalb unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Es ist ganz schön warm heute. Ich würde sagen, wir schnacken nicht dran rum. Die Polenfahrer hier, denen gehe ich auch schon ein bisschen auf den Sack. Deshalb schwingen wir uns jetzt einfach mal drauf. Да, вид у него обтекаемый, это, соответственно, вот посмотри, как он заводит его там все. Просто машина убийца. У него специальный, он на руле стоит, специальные, как они называются, амортизаторы, чтобы у тебя вибрация на 300, чтобы тебе руки не подбивало, чтобы не летел раньше времени на гоночной тачке. Смотри, он на третьей скорости, он уже едет спокойно, 150-160, даже не четвертая включил, не напрягается, да, вот сейчас он выехал, у него четвертая. Едет пятая, да, у него 6 скоростей. 231 лошадь плюс компрессор. А компрессор это такая вещь, как вот турбонаддув, только это компрессор, да, то, что нагнетает воздух и, соответственно, у него мощность, прирост мощности, да.
смотри, он едет на шестой скорости 299. Ну, вообще просто так. Без всяких этих. Он разгоняется, смотри, едет 240, потом выкручивает ручку газа, и он там за пару секунд уже едет 299. Тут объяснять, я думаю, больше у него ничего не надо, да? Вид, у него, да, он бошня оптика, она в принципе сделана для того, чтобы 200, 308 секунд. Видишь, он в поворот наклоняет на 270, он наклоняет в поворот мотоцикл. Вот это я понимаю, да. Junge, das Ding! Ровный немецкий Das ist автобан. einfach von einer anderen Welt. Wo man wirklich also ich bin jetzt ja schon so viel hier gefahren, was wirklich Leistung hat, ja. Aber wenn man bei dem Ding hier bei 280 vom Gas und wieder drauf geht, dann fühlt sich das an wie bei anderen Tausendern, wenn man bei 200 vom Gas geht und wieder drauf geht. Diese unfassbare Kraft und durch das Ram-Air-System, also Ram-Air ist mit Staudruck sozusagen. Ну что, в комментариях напишите, как вам такой мод. Он разгоняется за просто какие-то доли секунд до 300. Это прям... Я просто смотрел это видео не один раз уже, да, и он выезжает на автобан. Этот наш немецкий влогер такой, да, он тоже, он записывает мото, он связан с мототехникой, участвовал в гонках, и он такой, он на мотоциклах ездил намного больше, чем я, и он таких спортивных, тем более. У него самого было долгое время Honda CBR. Вроде бы сейчас он поменял мотоцикл, я сейчас точно не помню, надо будет посмотреть на днях. Но сами, я надеюсь, видели видео, как он на скорости 280-290 начал его наклонять. Это прям... Я, конечно, каждый раз вот смотрю, и это да. Потому что я сам, когда первый раз на скорости 220-240 начал так мотоцикл наклонять, и это... то еще ощущение, да. Ну, как бы тяжело это сейчас объяснить, передать. Ну, знаю товарищей, которые на 240 спокойненько наклоняют его так, что не каждый сможет. А так, в принципе, вот молодец, он выехал на нем, да, и выезжает, потом опять, сейчас покажу еще кусочек один, вот он, допустим, то еще ощущение, да. Дорога хороша, вау, да, дорога хороша, это он ездит где-то, если мне память не изменяет, это где-то в районах там Баварии, там есть определенные куски автобанов, где прям можешь спокойно 300 ехать, и тебе в принципе мешать никто не будет. Но это все зависит, конечно, от времени суток, от дня недели, потому что все-таки движение стало больше намного, чем раньше, чем года 3-4 назад. И в наше время реально можно в пробках простоять. А так, в принципе, сейчас включу еще пару секунд. Там есть определенные куски автобанов, где прям можешь... Ну вот видите, он с 200 до 300 разогнался, у него уже там ограничитель, уже желтая лампочка моргает, на скорости 290, он еще вот 299, он еще голову вытаскивает туда и спокойненько на него. То есть вот эта обтекаемая оптика, она вся сделана для того, чтобы убивать резину, убивать бензин.
Mal, also ich kenne kein Motorrad, wo es mich echt jedes Mal wieder so heftig kickt, Gas zu geben. Das Ding ist einfach das Brutalste, was es rein vom... Вот чувак написал, допустим, это... я на паузу сейчас поставил, то что это самый брутальный мотоцикл, когда именно в плане разгона, да, то что есть у нас Panigale, есть там и Сибир, и Kawasaki ZX 10R, и всякие разные там Aprilia, RS, какие-нибудь там, да, есть и GSX-R Suzuki, но вот этот он пишет каждый раз то, что компрессор все время тебя толкает вперед, и он пишет, что это самое брутальное, что он идет прям вперед. Можно, а его можно отключить? Отключить что? Чтобы тебя не тормозил этот? Чтобы ты мог больше 300 ехать или что? Напиши в комментах, я читаю. А его можно отключить? Компрессор все время тебя толкает вперед, и он пишет, что это самое брутальное, что он идет прям вперед. Можно, а его можно отключить? Отключить что? Чтобы тебя не тормозил этот? Чтобы ты мог больше 300 ехать или что? Напиши в комментах, я читаю. А его можно отключить? Так, ну что, вот Kawasaki, идентичный Kawasaki от Osman Gazi Bridge Türkay. Это Osman Gazi Bridge, это Osman Gazi мост в Турции 30 июня 2016 года. Здесь турецкий гонщик на этом же Kawasaki прям на полной мощности пролетел за очень короткое время. Сейчас я вам покажу. Osman Gazi Bridge Türkay. Это мост 30 июня 2016 года. Ну, конечно, они его чуть-чуть, здесь его чуть-чуть, вот ему зеркала подработали, чтобы у него зеркала были на место простых зеркал, как спойлерки, да. Камеру поставили сзади, спереди. Посмотрите, какая у него внимательно на задний баллон резины, как он выглядит. Этот. Вот он его. Посмотрите внимательно, сколько он наберет скорость.
Да, именно они ставили рекорд на турецком мосте, там свеженький асфальт был, мотоцикл, конечно, он не совсем стоковый, но чуть-чуть его доработали там, соответственно, ограничители тут убрали, и вот сами видите, да, максимальный топ-спид 400. Да, именно они ставили рекорд на турецком мосте, там свеженький асфальт был, мотоцикл, конечно, он не совсем стоковый, но чуть-чуть его доработали там, соответственно, ограничители тут убрали, и вот сами видите, да, максимальный топ вот с 0 до 400 26 секунд. Я знаю, машины есть, они даже за такое время не могут сотню набрать-то. Про две уже молчу. Этот на мотоцикле чувак поехал за 26 секунд от 0 до 400. Это что-то вообще такое непонятное, да, ну. С 0 до 400 26 секунд. Я знаю, машины есть, они даже за такое время не могут сотню набрать-то. Про две уже молчу. Этот на мотоцикле чувак поехал за 26 секунд от 0 до 400. Это что-то вообще такое непонятное. Ну вот. Собственно, еще пару мото, которые, допустим, вот BMW, который, в принципе, долго-то не прожил на продажах на мотосалоне, как бы, ну, я их сам-то видел. Один раз его этот мотоцикл увидел, что он существует. Собственно, еще пару BMW Badger. У него там достаточно состояние. Память мне не изменяет, если у него там 1.8 мотор, что ли, был. Потом вот у нас есть такие штучки. Moto Guzzi. Вот эти самые такие реальные V-образные моторы. Не V-twin, а V-образные, как положено, что у них прям V-образный мотор. BMW Badger. У него там достаточно состояние. Память мне не изменяет, если у него там 1.8 мотор, что ли, был. Потом вот у нас есть такие штучки. Moto Guzzi. Вот эти самые такие реальные V-образные моторы. Не V-twin, а V-образный. Прям V-образный мотор. Вот этот прикольный мотоцикл, в принципе, F3, я сейчас не помню, что это за модель была. Что или это Aprilia, или это Ducati тоже. Сейчас этот звук играет. Факт остается тем, то, что он как бы тоже не выдержал, не выиграл войну с Евро-4. И, соответственно, с продукцией его берут. Ну, по крайней мере, что меня радует, мы увидели на, как сказать, на фоне с Harley Davidson Sportster, то, что Sportster как бы убрали классический свой вариант, и все-таки они представили свой новый, как бы модный, и он мало кто еще пока с ним сошелся с этим вариантом, ну, как бы это... К нему надо еще будет просто привыкнуть. Пройдет пару лет, потом к нему люди привыкнут, будет все нормально. Но они как бы сделали модель с Евро 5. Я думаю, Kawasaki, люди не глупые, в Kawasaki они тоже это сделают, и в Suzuki сделают, и в BMW сделают. Moto Guzzi, которые брали, они тоже как бы двигатели еще те, но глушить его турбонаддувом, как его делать, что делать, думаю, у меня все-таки тенденция тут к тому, что они будут что-то делать, как и на автоиндустрии, то есть гибридные варианты какие-то, да, где у тебя будет бензин плюс батарея, это будет тогда экологически чище, и в принципе мы будем дальше двигаться на бензине. Потому что чисто электрические байки, это как бы пока еще я не вижу в этом смысла, как авто.
У нас розетка как бы инфраструктура тяжелая, все сделано, еще долгая песня, да. Так, ну что. А, вот еще, кстати, неплохой мотоцикл. Я вот сам такой как-то один раз смотрел, он мне очень понравился, но, к сожалению, он тоже, как теперь я уже увидел. Оба, как теперь? Так, что там? Так лучше, так вот так-то, или вот так лучше? Классная штучка такая, кроссовый мод, но, к сожалению, нет. Вот такая, допустим, старая модель такая, Ямашка, да. Это тоже как бы, этот Ямашка что-то выглядит типа как скрамблера, да, но все тут, у него еще все по старинке было сделано, олдскульное такое. Тут уже как бы, да, сейчас вот, которые модели они настряпали, еще можно будет купить, потом нет. Вот FJR Yamaha, это 1300 кубиков, которые в принципе себя уже доказали на дальниках. Эти мотоциклы, у них пробеги, там, у них в пробеге в районе 100 тысяч, это вообще нормально, как будто голда какая-то, да, то есть они бегают. Да, у них здесь тоже стоит как на BMW карданчик здесь, но все равно они тянут. Я еще знаю таких, которые ездят. Вот, допустим, тоже Yamaha, но это я сейчас... Это, в принципе, модель еще не такая уж и старая, но вот уже, пожалуйста, она что-то тоже... Ага, Ямашка. Так. Вот Kawasaki, который, в принципе, выпускался не в одной генерации. Это такой же мод, как и у меня, только здесь меньше пластика. Z1000, да, и они не выдержали. Z1000, Z750, из этого будут они 750 все равно поменяли, на 900 тысяч они выдержали они. Как-то так. В принципе, выпускался не в одной генерации. У меня только здесь. Где-то у меня список был этих мото. Ну ладно, бог с ним. Уже фотографии оставил на чтобы они у меня были, как бы, и эти было, как я помню, в списке около 30 или 35 моделей разных, абсолютно разных. Тут звук какой громко работает. То есть звук. Модели были абсолютно разные. Были модели и итальянские, американские, японские, там, да, это было без разницы. Эти было, как я помню, в списке около 30 или 35 моделей. На эту штучку. Вот. Модели были абсолютно разные. Были модели и итальянские, американские, японские, там, да, это было без разницы. Чекпоинт ролик. Да. Ну, в принципе, мы тут на стриме посмотрели несколько видео, которые я уже делал. Ямашка, да. Ямашка, блин, классная Ямашка, да, чемпионат, это согласен, но... Что поделаешь? Их как бы... Говорю, некоторые модели выживут, потому что все-таки производители будут делать что-то подобное с намного лучшим выхлопом газов, и они как бы выживут. Но некоторые модели все-таки и не выживут, потому что они просто это все заморозят, к сожалению. Так. Что поделаешь? Их как бы... Говорю, некоторые модели выживут, потому что все-таки производители будут делать что-то подобное. То, скорее всего, будет... Как вот гасим. Вот немецкий пожарник ездит на Audi Q5. Блин. Опять красный, блин, горевой, Васька.
Так. Так, ну что? Сделаем кружочек, пока вот эта вот штучка нам не начала тут капать. И опять я закрыл чемодан! Вот балбес это. Какой раз уже забываешь? Это что такое? Так, ну что? Стекло затестили. Если кому-то охота, чтобы егошний байк выглядел красиво, то может покупать. Че мы не едем, нихэ? Куда смотришь, блин? Да, чувак. Да. Оптика нормально, но... Как сказать? Такой ветрозащиты, который в рекламе пишут, молятся, что да, на тебе будет обводить ветер. Как сказал человек Макс, который ездит на аналогичном мотоцикле с аналогичным же ветровым стеклом, если ты ставишь ее в положение туринг, она тебе херачит прям по голове. И я с ним согласен. Это вообще то еще мероприятие. Она реально бьет по башке. Вот я сейчас его поставил на средний уровень такой посередине. Я его просто сам назвал City. Как бы туринг, City, спорт. 3 уровня. Вот такой прикол. Могу сказать только одно. Если человеку будет 1,60 м ростом, то скорее всего будет как раз таки тот самый эффект, которого тебе рассказывает стеклопроизводитель, что он тебя будет пролетать мимо головы. Ну, 1,70 м еще ладно. У меня, допустим, 1,83 м. Куда ты едешь, Вася? Видео с того года, в принципе, я в том году делал. Год А назад вот в наш августе. вокзал. Здесь движняк еще тот, конечно, контингент. Иногда. Вот, Ну, 1,70 м еще ладно. У меня, допустим, 1,83 м. Куда ты едешь, Вася? Видео с того года, в принципе, я в том году делал. Год А вот назад в наш августе. вокзал. Здесь движняк еще тот, конечно, контингент. Иногда. Ну вот, остановил на паузе вот здание, здесь ремонт провели, вот это вся площадь, вот эти вот. Это наш Еще тот, железнодорожный конечно, вокзал контингент. Иногда. в городе. Чуваки там, походу, дела траву курят. Это не реклама, это просто проезжаешь, такой запах стоит. Я вроде бы нахожусь в Германии, но когда ты мимо проехал, такой запах, как будто ты где-то в Голландии. Не знаю, что за хрень. Я вот как постою где-нибудь, отдохну, маленький перекурчик, у меня потом начинается вот эта вот муть. Забываю закрыть этот рюкзачок. Не, все на месте. Вот. Опять Камера один на из тех месте. случаев был, где я опять не закрыл Всё сумку на месте. баке. О, на месте стоишь, такое тепло от мотора Запамятовал. поднимается вверх. И ты чувствуешь, как начинают твориться твои ноги. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то сегодня Porsche разъездились. Наверное, воскресенье. Porsche по воскресеньям много ездит. Вот в такую погоду прям просто кайф. Наслаждаешься каждым километром. Если честно, я вот когда 30 на улице в Германии, это еще та процедура. По тебе вот этот пот, вот этот суп все бежит, влажность воздуха большая, она тебя просто сжирает, убивает, не дает дышать, потеешь. Ну, то еще удовольствие. А вот такой 20 градусов, 18, спортивный свежий воздух.
развелось этих электробайков. Велосипед, который стоит 3 штуки евро, я за мотоцикл отдавал там в свое время 1200, 2400. У меня такое по возрастанию. Вот так вот. 1200 был мотоцикл первый или нет, 1000 евро. 1000, да. А потом за 2400 взял, проездил 8 лет, а теперь у меня вот эта вот штучка. Как думаете, сколько она стоила новая? Купил абсолютно новую. Если 0 вопросы километров будут, на по ходу спидометре. спрашивайте. Напишите в комментах, сколько же она стоила. Ну так ради прикола. Соответственно, я его выделю, этот коммент, запину ему наверх, кто правильно напишет. Ну, что мы не едем, все, пробки. Один человек стоит налево, поворачивает, и все, шансов больше нет. Кстати, слышал там, что на парковке надо тоже деньги платить, даже байкерам. Такое катание будет. Потихоньку наклоняем, наклоняем, наклоняем. Вот тут грязно, аккуратнее. Смарт аж задымелся. Loud is out, чтобы не горцевали. Да мы тут не горцуем. Передо мной смарт, блин, дымит аж бедный. Вот, кстати, остановлюсь. Смотри, Данка. Вот, Венига Лерм. Вот, смотрите. Наш городской бюргермайстер, короче, администрация города. Loud is out. Free schalten. Раньше переключайся, и от этого будет меньше шума. Спасибо, Данка. Ну, пожалуйста. Тут проблема другая, надо аккуратнее быть, автомобилисты навстречу тебе едут. Потом вот сюда, потом вот так заклонил. Нормально. А вон и смарт, который ехал передо мной. И вот ты едешь себе спокойно, никому не мешаешь. Что-то здесь постригли деревьев, прям серьезно. Ё-моё, все-таки это реально. Да. Пацаны, тут реально. Точно, видишь? Ну, едешь? Да. Чуваки сидят, курят, отдыхают. Классно здесь вообще, конечно, местность. Жалко, что вот эти все деревья обстригли. Ой, а снизу что творится? Офигеть. Нет, надо посмотреть. Смотри. Вон там поляна пустая. Сверху. Офигеть. Сверху тоже ничего нету. Жесть. А вон там, кстати, наш весь городок. Как на ладони. Поля, все дела. Да. Это я не ожидал. Я сдалека видел, когда мы были в окрестностях, думаю, что-то не так выглядит, как-то интересно. Вот. Вот тебе, пожалуйста. Вот тебе вся правда наружу. Подстригли все, что могли. Это частные владения. Не нам это решать, к сожалению. И это еще до сих пор у нас тут еще принц есть. Он решает, что с этим лесом делать. Ну, это егошня. Его владение. Как 1000 лет назад. У нас до сих пор еще принц присутствует. Просто все, что они там скосили, теперь, блин, сколько лет пройдет, пока оно так же вырастет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Бабулька хотела перейти дорогу, а тут я. Вот немецкий пожарник ездит там вроде Q5. Номер 3 семерки. Блатной номерок у пожарников. Прикольно. Тут не у каждого русского 3 семерки есть, а у пожарников есть. Тучки сгущаются. Сделаем еще такой кружочек и надо закругляться в гараж.
надо в гараж. И, соответственно, весь видеоматериал тоже, соответственно, надо будет скидывать на жесткий диск. Жесткий диск. Называется по-немецки Festplatte. А по-русски жесткий диск, такой жесткий. Ну, сегодня прокатились, в принципе, неплохо. Нормально так. Там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. Прокатились. Давно не выезжали. Кому было интересно, ставим, соответственно, Daumen hoch, как говорят немцы. Daumen hoch. Палец вверх. Короче, по-другому сказать лайк. Лайкнуть надо. Есть идея взять такой чопоровод, чопор. Есть такая идея, она меня еще не покидала никак, ни на один день. Давно уже на такой дальничок для автобана прям, чтобы расслабляться. Потому что на этом по автобану ездить вообще, ну, не очень приятно. Я ездил, но вообще не мое, скучновато. Из-за этого меня не покидает мысль уже несколько месяцев. Как только так сразу, если сейчас зимой что-нибудь подвернется такое, двухколесное или четырех, такое, чтобы отдыхать там, я не знаю. Зимой покупать кабриолет или зимой покупать мотоцикл. Довольно-таки в финансовом плане можно иногда выиграть. Ну, такое, литра на 1,5. Если это какой-нибудь кабриолет, даже будет не самый быстрый, просто вот кабриолет, просто ради прикола прокатиться, чтобы открытый верх был. Блин. О, вот это классная фишка, кстати. Я когда последний раз на техосмотре был, чуть не обалдел. Если у тебя боковая подножка выдвинута, ты включаешь первую скорость, и мотоцикл должен заглохнуть. Там специально стоит такой шальтер. Ну, шальтер такая кнопочка. Так, тастер. Получается, у тебя, когда ножку ты открываешь, это у тебя прерывает зажигание. И, соответственно, мотоцикл глохнет. Ну, мотор. Прикольная, конечно, система. И, ну, она должна работать. Сигнал. Вот. Если это не работает, техосмотр, соответственно, ты тоже не получишь. Кстати, по пустой парковке тоже ездить прикольно, когда вот никто тебе не мешает. Вчера здесь просто было уйма народу, вот прям полно всего, все закупались. Телеги набивают. Направо. Дедушка, дедушка, ты сейчас там уснешь. Вот уже в ресторан заходит, маски одевает. Четко все. Беда. Такс. Девушка, девушка. Так, ну что? Бонки, мот. Еврос. О, какая редкость. Z1 вообще прям стоит, конечно, бабла немерено. Взяли евросов, можно на заправке бенз заплатить. Так, сколько у меня там говорит? 120 километров я еще могу проехать. Ух ты, 1,23,9. Бензинчик. Блин. Опять красный, блин, горелый, Васька. Так, никого нету.
Наклоняем сюда, потом сюда, потом еще раз сюда, там какашки, еще сюда, и вот так вот, раз. Ой, вообще здесь кайфово, конечно. Здесь ездить кайф. Деревня, вот здесь вот ты едешь, мобильная связь не работает. Здесь я вообще вот не ездил, я не помню, когда здесь последний раз меня носило, реально не помню. Почему и нет, прокатиться надо. Если сейчас начнется слякоть, дожди, здесь лучше не ездить. Ё-моё. Вах, класс. Здесь, конечно, если встречно вот идет, щемись. Круто было. Вообще такая... Шашлычок кто-то жарит. Эй, бомбочки. Кто-то оставил тут лепешки. Ну кто? Конечно, кто. Коровы. Да, внутри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Может быть, потерялся, что-то не показывал. Черт. Все возвращаем на место. Ну, вот такого плана видео делал, да. Сюда, потом сюда. А что это за видео? Чуть не помню. Видео это вообще-то... Это кайфово. Видео это. Херн труп. Видео это О, 6-го щас мы года. сюда вернем. Называется монетно-бензиновый. О. Там, ну, на логотипе я деньги в банкомате снимаю. Бабосиков я снял немного, но надо было. Попросила, жена попросила, да и вообще снял чуть-чуть. Наш такой Сбербанк Стоять, куда ты немецкий. едешь? Как в России Сбербанк зеленый, у нас вот это вот такой банк там красный. Шпакасса. Напишу тебе в чате, как называется правильно. Так называется наш банк. Да, потому что я еще по старинке снимаю как бы деньги, плачу за Ну, что- все, что я покупаю, стараюсь платить более или менее наличными. Но у нас есть люди, которые вообще противятся там платить карточкой, там, да, ну, за карточкой тебя отслеживают и так далее. Ну, некоторые вещи как бы надо платить именно так. Ну и, соответственно, наличные есть наличные. У нас даже когда немцы говорят, как бы, барес и сварес, то есть нал это как бы настоящее. Виртуальные деньги, это реально, это такое дело, ты когда ими платишь, все это бах-бах, и оно улетает, и потом приходишь в банк, а у тебя там уже ого, ну надо за ней следить, как бы, за такими вещами. Да. Ну это пластмасска, как это Даже корябать? на чат звук есть. Пластмасска корябать алюминий. У тебя это... А вот видосик я еще ставил защиту, у меня даже еще защиты на руле не было, когда то крутили здесь. Они, походу, дело так делается, как я понял. Видимо, Да-да. да. Кидай, кидай. Ну, так, Не стесняйся. ну-ка. Вот так поставим себе. Нет, это знаешь, это нужно для того, чтобы пластмасс не передавливался эти буксы. Наверное, вот так вот здесь, да? Так, чатик справа. Прокладочек или еще. Вот так собираешь, копишь, экономишь год на пиво, не алкоголь, а тут тебе евро 5. Ну туда. Да, эконом не эконом, дело даже не в экономии, дело в том, то, что не я один такой, да, и с машинами у нас еще хуже, из-за этого машинки вот эти все, они еще пострадали, это больше, у нас такое было раньше с дизельными, с бензиновыми машинами, теперь они здесь такое придумали, и вот и пожалуйста, как бы, ну, они найдут план, как себе деньги вытащить. Я, короче, такую же самую модель хотел купить, побольше взять, да? Все. Когда в магазине пришел, поставил его сюда, а я ехать не смогу, короче, да? Мгм. От того, Эконом, не эконом, в принципе, так-то еще. чудо, чтобы Если бы, мне кажется, немцы бы больше бы бастовали, если бы пиво бы сделали дороже, там, или, я не знаю, дорожные пошлины у нас, когда хотели ввести, сколько забастовки проходили. Кстати, у меня там одно видео есть, где вот мы ездили когда в Дюссельдорф, бастовать там, типа, да, туда-сюда, и вот, соответственно, ничего не изменилось. Я думал, они уже успокоились, они вроде бы успокоились, но теперь
опять там что-то последний раз у меня знакомые ездили, опять на демонстрации, еще ничего не утухло. Да, у меня это видео было еще с того года, что в том году дело длинное было, да? Вот оно, 27 минут аж. Да, в этом видео как бы рассказывал, что вот именно мы ездили на демонстрацию, там туда-сюда, и вот получается прошел год, и опять они начали ездить, и что-то ничего не меняется. Думаю, да как так-то, да? Я думал, уже успокоились, но на самом деле, как бы, все это еще продолжается. Правительство вроде бы затихнет, и потом опять все это начинается. Но один человек мне сказал, конечно, все начинается, потому что один, сейчас я звук убавлю, один маленький момент, потому что у нас скоро выборы. Все, этим много поймут, потому что выборы, все, теперь им надо под выборы. Некоторые у нас хитрые, умные люди, они такие под выборы, они себе решили тут голосов понабирать, приезжают туда к бамперу, этим, к байкерам вместе, да, и, соответственно, байкерам начинают там, как бы... Так, а что мне тут? Инстаграм горит. Ага. Это еще видео одно из старых. Я еще думал, что здесь стекло. Еще не поменял, я как-то было дело, да, точно. Такие вот дела. Что у меня там с Инстаграма? Ой, ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Не забывайте, там у меня в описании канала этих, в описании видосов тоже ссылочки есть. Там ссылочки на все мои каналы, на Инстаграм. Подписывайтесь, кому интересно. Потому что, ну, Одноклассника, ВКонтакт там еще есть, да, странички ВКонтакте. Что такое? Вот эти вот 20... Ё-моё. Так, секундочку. Надо вот это вот сейчас ссылочку отправить.
Ну, здесь я как раз таки, наверное, первый раз рассказывал про сумку, что я взял у него, у Вячеслава. Сумка офигенная, кожаная. Сейчас вот у меня уже их 3. Вот, не знаю, у меня там одно видео есть, последнее делал. Там вообще было. Маленькую сумочку купил еще. Так. Так, что тут? Пам-пам-пам-пам-пам. Так, так, ну что? Печати, что-то движения больше нету. Все по коробкам. Ну, в принципе, сейчас уже вроде со звуком разобрались. Надо будет в следующий раз кое-что приготовить. Там тему я сейчас пару новых видео сделаю, загружу. И потом, соответственно, уже будет лучше. Уже 2 часа. Ничего себе, уже 2 часа. 2 часа уже получается, как трансляция идет, что ли? Да. Что такое? Да, я как-то на днях ездил, записывал. Была идейка там, ну, я, в принципе, попутешествовать, но у нас пока еще с этим ковидом начинает опять мозг выносить. И не знаю, что у нас here будет с путешествиями, с этими, со всеми. И как что пройдет. Ну, получится вообще куда-нибудь поехать. Нет, но пока не было не очень. Ай, не знаю. Пока еще непонятно. Если честно. Ну, если что-то получится записать, то, соответственно, уже ближе к зиме будет здесь видео на канале. Так, я буду закругляться. Для первого раза, думаю, хватит. Потом спасибо всем, кто были здесь. Напишите в чат, там плюсов понаставьте. Так, еще тут подписался. На этот канал или нет? Нет, наверное. В принципе, показал бы вам еще вот еще чат. Секундочку. На одном канале подписка прет, на другом пока нет. Да, ну вот этот включу видос. Вот это тоже одно из последних такое, что делал. Ну, спасибо тебе. Спасибо тебе за все настройки, за помощь. Ну, конечно, я еще что-нибудь придумаю с интернетом. Надо будет мне, наверное, рутер помощнее взять, что-нибудь такое усиленное, чтобы сбоев больше не было, потому что временами я заметил в OBS, как бы, что-то пропадает, то связь, то еще что-то, и чтобы не было никаких таких сбоев сильных. Так что, кому будет интересно, проходите на канал Driver Garage тоже. Вот здесь вот так он выглядит. Driver Garage. Здесь, в принципе, намного больше, мне кажется, видосов, но они более-менее в плане сделаны автомототехники под музыку. Да, вот еще один включу, и, в принципе, норм. Здесь тоже этот видос уже ему уже год, наверное, есть. Тоже от моего прошлого знакомого. И здесь, в принципе, русская мототехника, как вы сами видите на экранах, он, в принципе, как с завода. Человек вложил уйму времени и денег, отреставрировал
Урал. Я его, когда увидел, просто обалдел. Он как новый. И вот так он, в принципе, реставрацией, если занимается и делает Урал, Харли Дэвидсон делал. Сейчас он в дальнейшем, думаю, еще будет видео про Лада Нива. Лада Нива тоже он там на реставрации у него. Звук видео включи. Сейчас слышно звук? У меня вроде бы есть все здесь. Напиши, есть теперь звук, нет? Вроде бы здесь показывал звук. Нет, все работает. Да, первый раз исполнитель, да, благодарю. Всем добра, любви, здоровья. Да, клево сделал. Ну вот Урал у него реально как новый. И кроме егошнего Урала, Харли Дэвидсон у него такой же видео он мне давал сейчас на записи. Мотоцикл. Сейчас я сначала включу, посмотри. Ну, последний видос, в принципе, 2 минуты, да. Вот это, короче, видос. Это тоже и как бы я тут только начало, можно сказать, да, я там еще сильно не этот. Так. Спасибо большое. Драйвер молодцом. Благодарю. Маня тоже. Спасибо всем. Спасибо, кто участвовал. Посмотрите на Харли Дэвидсон, которую он тоже сделал как бы конфетку. Да, всех благодарю за участие, за поддержку. Мне кажется, больше переволновался при настройке всякой. И что, ну, сейчас более-менее разобрались. Будем смотреть. Найду в следующий раз тему для следующего стрима. Думаю, будет интереснее. Так что... Гошеньки, ты сейчас пишешь мне про Харли Дэвидсон, я надеюсь. Вот Харли Дэвидсон он сделал вообще, он купил его, цвет поменял, кожу обтянули, много чего. Он сейчас выглядит лучше, чем новый с завода. И он его, в принципе, продавал, да, у него даже вот эти чемоданы, кофры по бокам, они тоже кожей обтянуты, коричневые, это все, да. Мотоцикл, конечно, прям, да, классный. Туда много тоже времени вложено, денег, усилий, чтобы он выглядел именно вот так, как он сейчас выглядит. Такие вот дела. Но в следующий раз я, наверное, здесь я больше включу такой плейлист этого канала. Здесь у меня видосов побольше, пускай они поработают. Да, про него. Да, конечно, Харли Дэвидсон, этот Road King, у него реально шикарно он его сделал. Да, он может, у него, в принципе, все вот такие вот... Урал, Харлей. Сейчас он будет делать Ладу Ниву. Я думаю, он Ниву сделает не хуже. Я надеюсь, да. Потому что у него пока все получалось очень классно. Да. Ну, потому что он разбирает все. И все шурупчики, болтики, все абсолютно перебирает. И получается у него класс. Да, потому что этот реально потом Харли Дэвидсон, который я сейчас показывал вам видео, он выглядит намного лучше, чем в салоне Харли Дэвидсон идентичный мотоцикл. Я еще таких не видел, честно. Это даже не знаю, как это назвать. Да, он получается... Обычно я говорю на такие вещи, когда сам занимаюсь этим. Я вот первый раз пробовал делать скутер, который записал на видео на канале. Реставрация. Но в случае с Харли Дэвидсоном это именно вот этого Road King, это
нельзя назвать реставрацией, потому что он его перебрал и сделал все возможное, чтобы он выглядел так, и это, я говорю, новый, я был в салоне Harley Davidson, вообще они рядом даже не валялись, эти мотоциклы, из-за этого прошу, ну, кому не скучно, ну, как сказать, кому не жалко будет, зайдите на канал Driver Garage, ссылочка где-то была в описании, и можете там лайк поставить, если вам не жалко, заценить его, да, и что они такие вот. А на этом мотоцикле я сам как-то катался один день. Kawasaki Z900. Ну, тоже классная вещь, в принципе. И если где-то что-то сейчас тут мелькает или как-то не так выглядит, тоже как бы в принципе сильно строго не судить, потому что это видео было записано вообще спонтанно и на профессиональную камеру. Это вот эти вот кадры Kawasaki я просто записал на смартфон, чуть-чуть доработал и в принципе все. Ну и музыка, да. А так, по большому счету, если что, на канале у меня, наверное, несколько видео всего лишь записаны от более-менее дорогой камеры, а все остальные записаны на смартфон. Просто смартфоны бывают разные, записывать можно по-разному и обрабатывать по-разному. Я снова старался все записывать такие low budget за маленькую сумму и, соответственно, вот так вот. Все. Спасибо всем, кто были. Благодарю. Попробуем что-нибудь в следующий раз сделать такое. До скорых встреч. Это была первая трансляция на канале. Разобрайся. Большое спасибо человеку, который помог во всем этом. Более-менее, чтобы трансляция вообще получилась. В чате он активный. Чеканок Стар Супер. Подписывайтесь к нему, приходите. У меня в последних видосах к нему на канал тоже ссылочка есть. И она будет в дальнейшем тоже стоять в описании моих видео. Потому что я ему помогал, он мне помогает. У нас взаимоподдержка. Благодарочка всем, кто были. Спасибо.